Anti-Maidan YouTube. On this day when we remember the victory over fascism, do you think it's time to move beyond name calling? Kiev says you're terrorists, you say they're fascists. What about the future? How about moving forward into the future? Я так понимаю, можно сказать, что террористы намного лучше, чем фашисты, которые пришли на нашу землю, и мы их удачно уничтожаем. Я правильно перевел ваш английский язык? Я практически ответил на ваш вопрос. Победа будет за нами, будет благосостояние и мир. Вся Донецкая область будет опять наша. Это должно быть исторически. When the negotiations start, Ну, все первый задал. Я его не понял. when the negotiations start in 7 or 8 days, how do you think you're going to bridge the gap between you and the Kiev government? Подожди, а вы когда начнутся переговоры где-то через неделю, как вы все-таки будете искать компромисс, так много раз между вами? Ну, понимаете, что такое слово переговоры? Да, консультации, предварительные соглашения, намерения о соглашениях. Это одно. Мы показали всему миру, что мы на самом деле не террористы. Мы готовы общаться. Мы слышим, умеем слушать. Надеюсь, что слушать будут нас. Если нас не будут слушать, ну, никто же топор войны не зарывал. I'm grateful for your time. Thank you. Скажите, пожалуйста, что можно про военнопленных? Это будет какой-нибудь большой обмен всех за всех или это будет... Знаете, большой обмен, это физически очень трудно осуществить по одной простой причине, что такая масса людей в одном месте, ну, никогда в жизни еще не менялась. Поэтому это будет происходить как небольшими группами, там численностью до 50 человек, наверное, которые будут спокойно могут меняться. Ну, как вы сами знаете, что человек, находящийся в плену, очень тяжело кому-то переносит. Были случаи, что они даже в автобусы выпрыгивали и не верили, что их освободили. Поэтому, если сразу менять там 300 на 300, причем такую толпу военнопленных удержать от мордобоя практически невозможно. А сколько пленных у вас сейчас? Ну, мы же постоянно их меняем, правильно? Поэтому вот последние дни они уже уменьшились в количестве. Потому что на 100, на 150 точно. Осталось 150? Не, поменяли. То есть у нас же идет обмен. Он никогда не прекращался. На уровне командиров, на уровне подразделений, на уровне обменщиков, официальных там, организаций. Там, то есть, поэтому... А ваших сколько задерживаете украинской страной? Ну, я тогда уже говорил, что именно наших военнопленных, которые находятся в плену, 103 человека. На сегодняшний момент осталось, по крайней мере, по состоянию по субботе на вечер, да, их было порядка там 70. Но в обмен военнопленными входят не только военнопленные, а гражданские лица, которые задержаны были там в Красноармейске, в Мариуполе, в Харькове, в Луганске. Ну, то есть в этот момент я, честно, количество даже этих людей не могу себе представить. После переговоров в Минске на горячую линию поступило еще около 700 звонков, которые именно гражданские лица. Мы меняем гражданские. То есть, как бы Украине не хотелось, наших военнопленных у них мало, в отличие от нас. А у них очень много гражданских лиц, которые по каким-то причинам задержаны, арестованы, обвинены в терроризме, сепаратизме и так далее, и так далее. Мы их тоже меняем. А про перемирие, как вы оцениваете? Оно так не очень, как вы соблюдаете? Ну, я скажу откровенно, по соблюдению перемирия я уже очень тяжело верю в то, что украинская власть может доказать всем своим подразделениям, что стрелять. Вчера был обстрел в Авдеевке, Спартака. Вчера вечером попытка штурма города Донецка со стороны Мариуполя. Непрекращающиеся обстрелы Пролетарки со стороны Марьинки. То есть, ну, как это можно назвать перемирием? Ну, честно, ко всему приходит терпение, конец. Ну, можно же понять все, но нельзя понять, когда ты не стреляешь, а тебя стреляют. Причем гарантии, которые они просили на консультационных встречах, мы оказали, ну, наверное, более чем достаточные гарантии. Мы находились в состоянии наступления, если наступление и дать понять, что мы готовы разговаривать, это все-таки большие гарантии. В любой момент это нужно просто понять. А так, если такого не понимают, то я не виноват, что не подчиняются Порошенко и его подразделения. И помимо этих обстрелов сейчас вы готовы дальше продолжать переговоры, я так понимаю? Ну, знаете, что такое слово переговоры? Ну, вот мы показали, да, какой-то определенный. То есть мы сделали шаг навстречу. Шаг навстречу был произведен нами первыми. То есть мы ждем теперь ответных шагов со стороны
украинской власти. Но это же не меняет политику того, что мы хотим, на нашей земле были наши люди, наши законы и все остальное. То есть никто никуда не вступает. Речи не шло о нахождении в составе Украины. Там шла речь о прекращении огня. И все законы там, в особом отложенном статусе. Это подразумевает под себя только статус всей территории, на которой находится наша власть. Мы прекрасно понимаем, что мировое сообщество и международное право не в состоянии это все сразу признать. Поэтому процесс пошел. Но человеческие жизни намного дороже там каких-то политических амбиций. Прекрасно понимаем, что в Украине скоро выборы. Верховную Раду. Понимаю, что партия войны в Украине сильнее, чем партия мира. И на этой почве очень много украинцев будут одурманены лозунгами «всех убьем, все заберем». Ну, поверьте, украинской армии как такой уже нет. Забирать, призывать студентов с Харьковской области. Идет массовая перегруппировка войск на границах между Краматорском и Славянском. Прекрасно это все знаем. Укрепляется Мариуполь. Ну, тут там переводили. Ну, мы все прекрасно понимаем. И дальше можно все даже не произносить. Ждем просто ответных шагов украинской власти. Ваш прогноз на будущее? Прогноз? Месяц, 2 года. Через определенное время мы будем жить лучше, чем в Германии. Это я просто гарантирую. Скажите, пожалуйста, вы житель Донбасса и каждый год празднуете этот праздник. В этом году есть какое-то особое ощущение? Вы знаете, горько, обидно. Скажу честно, вот я вспоминаю этот памятник, когда мне было, наверное, лет 10, сюда приходил еще с пионерским галстуком на шее. Мы поздравляли ветеранов, смотрели на их лица. Мы еще не понимали, что такое война и как вот освобождать землю от Господин премьер, Сейчас понимаю. простите, пожалуйста, если вы готовы, господин премьер, принять малазийских экспертов, которые приезжают сейчас смотреть месте, где... Да мы всегда готовы принять именно малазийских экспертов по одной простой причине. У нас с Малайзией очень хорошие отношения. Я понимаю, что это следующая страна, которая признает независимость Донецкой Народной Республики. Так как мы отдали именно им ящики, отдали малазийским экспертам. А не Соединенным Штатам Америки. Вопрос по поводу информации, что будет телемост с Киевом. Он сейчас идет. Он сейчас идет где? Секрет. И что обсуждается именно? Военнопленные. И мы сейчас в данном мосте мы собрали дневник ведения боевых действий. С момента объявления перемирия, по-моему, около 47 раз уже было нарушено украинской стороной эти вещи. Мы поставили в их известность и сказали, я сегодня сделал обращение, что по нашим каналам можете посмотреть. Никаких, это не значит, что мы там что-то... Мы дали понять, что мы готовы разговаривать. Мы сделали шаг навстречу. Если нас не понимают, ну извините, мы не в том состоянии находимся, что мы можем продолжать наступление и дальше. А каких именно ответных шагов ждет с украинской стороны сейчас? Вы знаете, есть такая хорошая славянская пословица: любой мир лучше доброй войны, да? Если Украина воспринимает нас все-таки как, на переговорах нам было озвучено, как сторону ведения переговоров, то наши требования должны быть учитываться. Это освобождение полностью нашей территории от войск, прекращение полностью АТО, дабы не было продолжения никаких боевых действий. И дать нам возможность самим жить, признание нас как независимого государства. На каких условиях мы будем общаться с Украиной? На партнерских, добрососедских и так далее, так далее, так далее. В каких экономических отношениях мы с ними будем, тоже еще неизвестно. Это будет вопрос переговоров. Но это основные ключевые фразы этих переговоров. Освобождение территории без войны, освобождение всех наших военнопленных и признание нас как равноправных участников всей политической жизни, экономической жизни соседних государств. Можно вас спросить? У меня личный вопрос. Да. Я в интернете вчера просмотрела интервью Русланы, когда она приезжала сюда, вы ее возили по городу, там все. И она написала, что мне сказал Захарченко, что Александр, что я люблю Украину, я украинец, и типа я не против за единую Украину. Вот так вот можно было ее понять. Вы Она знаете, там такое я скажу откровенно, я украинец, люблю Украину, люблю украинский язык, я люблю украинские песни. По паспорту я являюсь этническим украинцем. Но я скажу больше, что настоящая Украина она простирается от Донбасса до Львова, а не от Львова до Донбасса. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, но я считаю, Донбасс это не Украина. Поэтому я вам задала такой вопрос. Если я живу в Донбассе, я не считаю себя Украиной. Донецкая Русь, Донбасская, Киевская. Но не Украина. А как можно не любить страну, которая была изначально... А моя страна Русь? Донбасс. Правильно. Я люблю Донбасс, но я не люблю Украину. Я даже больше скажу, не только моя страна Донбасс, это наша общая, самая святая земля, которая... Вот, когда я прочитала это интервью, это меня очень задело. Не волнуйтесь.
И она так пишет, вы ей прямо вот так это самое, привит вот эта ложечка, это, которая считает себя пупом земли. Она на Майдане больше всех орала, что надо тут Я даже больше уничтожать. скажу, нас. она смогла его поднять в Майдан. Это благодаря Майдану. А вы ее принимаете, вы идете по городу, отдаете ей пленных Знаете, солдат. я отвечу на этот вопрос. Я повез ее по городу показать, что сделала Украина с моей родной землей. Она Я вам совсем даже другое больше скажу. пишет. Я показал, что мы не террористы, что у нас стреляют, у нас разрушенные дома, разрушенные церкви. Стоит тут человек, которого во время показа моих пацанов ранили в шею. Мы действительно были под обстрелом. Она увидела, что стреляют именно в нас. А пишет совсем другое. Ну, понимаете, И одно мы- увидеть, я и собираю написать. гуманитарную помощь, мы каски, мы бронежилеты, мы им эти, медикаменты. Пускай присылают каски, бронежилеты, тепловизоры. Мы все примем. Нам не хватает ни касок, ни бронежилетов, ни Все, тепловизоров. вы меня успокоили, спасибо вам большое. Я присылаю. Мы принимаем все. Что вы мне там Мы уделим вам время после. Ко мне, по-моему.